Чан, 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 чан. 1 мая 1886 года в американском Чикаго произошли события, которые взбудоражили весь мир. В этот день впервые в своей истории американские профсоюзы организовали забастовку, в которой явочным порядком был установлен 8-часовой рабочий день вместо обычного для тех лет 15-часового. В забастовке приняло участие 350 тысяч человек, но локомотивом рабочего движения стал Чикаго. По центральным улицам прошло шествие в 40 тысяч человек. На следующий день после забастовки в Чикаго были уволены 1500 рабочих, что вызвало новую волну возмущения, и рабочие вновь организовали забастовку. 3 мая произошли новые столкновения с полицией, были убиты около 6 человек и десятки ранены. 4 мая, возмущенные актом полицейского насилия, на центральной площади Хеймаркет прошел мирный митинг, в котором принимали участие и женщины, и дети. В это время была брошена бомба, полиция открыла беспорядочную стрельбу по толпе, несколько десятков рабочих было убито и ранено. На следующий день власти разгромили рабочие клубы, арестовали и подвергли пыткам сотни так называемых подозрительных лиц. В результате карательных мер под суд попали 8 анархистов. Состоялся один из самых знаменитых судебных процессов – Иллинойс против анархистов, который больше напоминал откровенный фарс. Всех 8 участников признали виновными, хотя у всех подсудимых было алиби на момент взрыва бомбы. Суд не смог установить, кто явился исполнителем теракта. При пересмотре дел 3 обвиняемым заменили смертную казнь на длительные сроки. 1 погиб в тюрьме, 4 приговорили к повешению. А членов их семей арестовала полиция за попытку попрощаться с родными. На Конгрессе Второго интернационала в июле 1889 года была принята следующая резолюция. В установленную дату будет проведена большая международная манифестация с тем, чтобы во всех странах и всех городах одновременно трудящиеся представили властям требования о законном сокращении продолжительности рабочего дня до 8 часов и претворения в жизнь других решений Международного Парижского конгресса. Учитывая, что Американская федерация труда на своем конгрессе в Сент-Луисе в декабре 1888 года уже приняла решение о проведении подобной манифестации 1 мая 1890 года, эта дата утверждается. Трудящиеся различных стран должны провести эту манифестацию в соответствии со специфическими особенностями своей страны. Собственно, из этого документа и родился официально праздник 1 мая – праздник трудящихся всего мира. В Российской империи на первомайские стачки и демонстрации в 1912-14 годах выходило более 400 тысяч рабочих. В 1917 году, после февральской революции, 1 мая открыто отпраздновали уже миллионы рабочих с лозунгами «Долой министров-капиталистов», «Вся власть советам», «Долой империалистические войны».